В этом выпуске мы подготовили для вас 10 самых высокооплачиваемых профессий в России. Если вы только что закончили школу и еще не решили, в каком направлении двигаться с вашей карьерой, знание того, какие рабочие места хорошо оплачиваются, уже отличное начало. Чуткое представление о том, профессионалы в каких областях зарабатывают больше, может дать вам ответы на многочисленные вопросы и зарядить вдохновением и мотивацией. И не забывайте, что в одной и той же профессии заработная плата начального уровня обычно увеличивается пропорционально по мере роста опыта. Под номером 1 медицинские профессии всегда были и будут востребованы. Так или иначе, людям приходится сталкиваться и с болезнями, и с профилактикой, и даже с операциями, поэтому профессия хирурга остается одной из самых востребованных. И давайте не забывать, что мы живем в мире, когда внешность имеет куда большее значение, чем ранее. Профессия пластического хирурга так и вовсе выходит на первый план. Такой специалист не может оцениваться низко. Пластический хирург – это специалист, который занимается исправлением, улучшением или устранением пороков развития организма, выполняет операции с функциональной и эстетической точек зрения. Это профессия, которая требует теоретических, технических и научных знаний в различных областях. Патофизиология, клиника, терапия пороков развития, травмы, новообразования и другие патологии, которые вызывают морфологические и функциональные изменения. Пластические операции стоят от дорого до фантастически дорого. И что интересно, что спрос на услуги пластических хирургов только растет. У хороших пластических хирургов все расписано на несколько месяцев вперед. Под номером 2 менеджер. Это, пожалуй, менее ожидаемая профессия в нашем списке. Но при этом мы должны понимать, что менеджеры бывают разные, и зарабатывать, соответственно, они также могут по-разному. Так, например, менеджер среднего звена способен получать от 160 до 280 тысяч рублей в месяц. Кто такой менеджер среднего звена, спросите вы меня? Это человек, который в организациях находится на полпути между сотрудниками и начальниками, внутренними сотрудниками и внешними консультантами, клиентами и поставщиками, для которых он часто является единственным представителем компании. Эдакий посредник. Нередко таких менеджеров ставят в неудобное положение, когда у проекта горящие сроки и нереалистичные задачи. Зарплата хорошего менеджера, как правило, состоит из фиксированной части и бонусного оклада. Бонусный оклад может существенно превышать фиксированный. Менеджеры часто могут находиться в стрессе и работать в неурочные часы, но это, как правило, существенно поощряется. Номер 3. И программисты. Как когда-то сказал Стив Джобс, программирование в будущем должен знать каждый человек. Это очень техническая и специфическая профессия, которая, однако, находит применение и во многих областях, благодаря растущей оцифровке систем государственных и частных структур. В сегодняшнем мире все более оцифрованным. Профессия компьютерного программиста приобретает все больше значения. Запомните, фигура компьютерного программиста всегда чрезвычайно востребована. При этом мы не должны забывать, что настоящий программист – это профессионал своего дела. Сейчас как растет спрос на данного рода профессию, так и растет количество так называемых липовых программистов. Это так называемые ребята, отучившиеся на каких-нибудь поверхностных курсах программирования месяц-3. При этом они предлагают свои услуги по созданию сайтов-шаблонников, но знания у них очень и очень поверхностные. Настоящий программист – это специалист с большим опытом работы, с портфолио в создании сложных алгоритмов сайтов. Это специалист, способный работать в команде с верстальщиками, веб-дизайнерами и как раз проект-менеджерами. Зарплата такого сотрудника может превышать 200 тысяч рублей в месяц. Но программист, владеющий еще при этом английским языком, может работать из любой точки мира и устроиться в иностранную компанию, получая при этом в несколько раз больше. Следующая профессия, которая также связана с компьютерным миром, является достаточно молодой. Аналитик Big Data или разработчик на Python. Data Analyst – это тот, кто исследует, анализирует и интерпретирует данные с целью экстраполировать информацию, полезную для принятия решений, для передачи через специальные отчеты и визуализации. Другими словами, цель его работы состоит в том, чтобы исследовать количественные данные, поддерживая в этом мире бизнес-решения. Такого рода специалисты могут легко и эффективно управлять даже большими компьютерными проектами, участвовать в разработке приложений, программ для обучения и разработке различных сетевых систем. Под номером 5 инженер-нефтяник. Это уникальный специалист. Он должен разбираться не только в базовых точных науках, но и в вопросах строения земли, залеганию горных пород и много еще в чем. Сами нефтяники иногда шутят, что их профессия похожа на профессию детектива.
актива. Им постоянно необходимо искать нефть или газ, используя подсказки в виде природных ресурсов. Это эксперты в вопросах бурения, управления разработкой нефтяных пластов и добычи. И поэтому логично, что такой специалист должен оцениваться соответствующе. В России зарплата нефтяника обычно не ниже 45 тысяч рублей. Под номером 6 – аудиторы, зарплата которых может достигать 140 тысяч рублей. Аудитор – это профессионал, эксперт по бухгалтерскому учету, балансу и внутреннему и внешнему контролю бухгалтерских записей государственных, частных и некоммерческих организаций. Аудиторы высокого уровня, как правило, владеют и юридическими знаниями. Конечно, уровень зарплаты такого специалиста может зависеть от качества выполняемой работы и от организации, в которой он работает. Номер 7. И специалист по кибербезопасности. Конечно, зарплата такого специалиста будет зависеть от его уровня и от масштаба организации, в которой он работает. Средняя зарплата может составлять 137 тысяч рублей. Чем занимается такого рода специалист? Ему придется отвечать за контроль посторонних вторжений или попыток электронного шпионажа в ущерб компаниям, на которые он работает, и за выявление технических решений для обеспечения безопасности информационной системы. Конечно, как вы и сами уже догадались, все больше и больше крупных компаний выходит в онлайн. Соответственно, и специалисты такого рода требуются все чаще. В области корпоративной безопасности под информационной системой понимается все, что вращается вокруг, и участвует в обработке, хранении, доступе и распространении собственных данных и информации компании. Специалист по кибербезопасности должен быть в состоянии обеспечить безопасность данных информационной системы. Возможно, в прошлом вы встречались с новостями в стиле «В сеть вылились данные пользователей площадки Facebook». Так вот, именно специалисты по кибербезопасности должны обеспечивать, чтобы такое не происходило. Сама же деятельность этого профессионала многообразная, включает в себя как технические, так и социальные и нормативные аспекты. В век цифровых технологий нельзя обойтись без такого специалиста, и со временем его значимость будет только расти. Под номером 8 в нашем списке адвокат. И тут, пожалуй, нечего добавить. Про адвокатов снято огромное количество фильмов, и данного рода фигура даже немножко мифологизирована благодаря индустрии кино. Поле для его деятельности огромно, зарплаты тоже. Зарплаты так называемых хайповых адвокатов, которые, скажем, занимаются разводом звезд, могут с легкостью достигать миллионов рублей. Номер 9. Генный инженер. Это профессионал, специализирующийся на методах, позволяющих изолировать гены, клонировать их, вводить и выражать их в новой среде, чтобы придать новые характеристики реципиентным клеткам. Генетическая инженерия не является наукой в широком смысле, но является инструментом биотехнологий. Зарплата таких специалистов может составлять 100 тысяч рублей. При этом эта профессия в России очень недооценена. С развитием различных пандемий и мутаций вирусов спрос на генетиков может быть сильно увеличен. При этом грамотному специалисту не составит труда найти работу и за границей. Нужно лишь знать язык. Номер 10 и психологи. Оставаясь один на один со своими мыслями, страхами, убеждениями, сомнениями, комплексами, мы стали находить все больше скелетов в своем собственном шкафу. Конечно, и сама по себе ситуация в мире очень давит психологически на многих людей, вызывая стресс. Сама специальность как таковая возникла в середине 19 века. Она изучает поведение людей и психические процессы. Это дисциплина, которая касается человека в его глобальности. И если вы считаете, что к психологам ходят одни только психи, то я могу этот миф развеять. Люди все больше понимают, что проблемы бывают у всех, их необходимо решать. Частный психолог может зарабатывать разную сумму денег, начиная где-то от 90 тысяч рублей, постоянно повышая зарплату вместе с расширением клиентской базы. Ну и, конечно, зарплаты хайповых психологов, работающих со звездами, различными знаменитостями, олигархами, крупными компаниями, могут достигать баснословных сумм. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Если считаете, что в этом списке нет каких-то высокооплачиваемых профессий, напишите об этом в комментариях. Ну и, конечно, поделитесь этим видео с тем, кто только выбирает свою будущую профессию.